Привет, мои дорогие! Как скоро объявится загаданный мужчина, ваш человек, которого вы любите, который любит вас. Мы посмотрим, любит ли он вообще, его мысли, чувства и как скоро он объявится. Здесь можно загадать эту карту как госпожа, а карту мужчины как господина, о котором вы сейчас думаете. И расклад я буду, конечно, делать на любимых и точных, и правдивых картах Ленорман. Посмотрим дно колоды. Дно колоды – это якорь. Так что можно надеяться, что мужчина надежный. Ну а расклад покажет подробности. Расклад подойдет всем, у кого есть или у кого нет отношений, потому что, может быть, что-то нужно исцелить из прошлых жизней или из прошлых отношений. Если вы женаты или нет, неважно, живете или только встречаетесь вместе. Расклад каждый из вас получит на своем особом уровне магическом. И то, что вы получите подсказку, это вам гарантируется. Итак, как скоро объявится загаданный человек, загаданный мужчина. Можно заказать нового знакомого, а можно и того, кого знаете. Или живете вместе. Как скоро он объявится. И такая моя рубрика называется «Три орешка для Золушки». Если вы помните, такой фильм был чешский. Не совсем детская сказка, потому что очень красивая, для взрослых даже приятно. И там, кстати, странно, назывался фильм «Три орешка для Золушки», но ведь Золушка задавала загадки для принца, правда? Поэтому мы сейчас спросим: три орешка для Золушки или для принца? Мы с вами, девочки, все Золушки в той или иной мере, потому что трудяшки и стараемся. Первый орешек, второй орешек и третий орешек. Это для принца. Первый орешек, второй орешек и третий орешек. Это для Золушки. Еще будет итог расклада. Знаете, наверное, когда вы читаете комментарии, вы слышите, что меня иногда называют «моя дорогая крестная». Мне очень лестно. Наверное, девочки, кто-то пишет моложе меня, но это не важно, потому что расклад подойдет для всех. И поэтому навеялась вот такая тема мне расклада именно «Три орешка для Золушки». Раз я крестная, значит, вы Золушка. И посмотрим. Первый орешек для принца. Видите, карта якорь сразу проигралась в первом же раскладе. Точно мужчина надежный, потому что аисты ведь тоже это карта прекрасных личных отношений, карта счастья. Мужчина хочет перемен, это точно, потому что и аисты, и корабль говорят о переменах, но это счастливые перемены. Карта корабль — это романтика, это, может, поездки вместе куда-то, может, переезд даже в лучший город, в лучшую страну. Ну, все страны хорошие, но я имею в виду более стабильное место, да, потому что здесь стабильная карта якорь. Бросите якорь. Мужчина бросит якорь. Смотрите, якорь и корабль вместе. И перелетные аисты. То есть здесь вообще или переезд, лучшее жилье, или же съедетесь, или же новый уровень отношений. Но это что-то очень хорошее. Романтика и избавление от неприятностей, поскольку пиковая масть, особенно десятка пиковая, это новый виток отношений, где беды заканчиваются. Перед этим девятка пик. У вас должно быть все лучше, и все будет хорошо. Ну, во всяком случае, так сказали первые карты. Теперь орешек для вас. Ключевой мужчина. У некоторых девочек проиграется новый мужчина, ребенок, ключ. Новый мужчина и верный, надежный, красивый, красавец. Пиковый король, новый знакомый, кстати, всегда пиковый король в игральных картах, если вы знаете, о чем я. Ну и вот откроются двери для новых отношений. Здесь открытие новых отношений. Это очень хорошо. Так, что будет очень хороший исход любви. Второй орешек для мужчины. Скоро ли он объявится? Развилка. Это сомнение его. Карта Луна, кстати, тоже часто карта сомнений. И здесь, поскольку еще и леса, я хочу сказать, что ваши отношения у некоторых проиграются, может быть, кармические. Мужчина юлит, виляет хвостом, пробует что-то от вас скрыть, манипулирует, может быть, вами, обманывает где-то в какой-то области. Или же
У некоторых проиграется, что это негативное влияние на мужчине, есть негативное воздействие, потому что Луна вместе с развилкой — это на перекрестке дорог, или же это кладбищенская магия. На мужчине может быть приворот. Поставить могла бывшая. Какая-то женщина, лиса какая-то хитрая. Здесь может быть, как узнать, что мужчина под негативным влиянием находится? Он может быть странно себя вести, ему не свойственное поведение. Вот он так себя раньше не вел. Начал уставать, начал грубить, странно начал себя вести. Скорее всего, человек, который себя странно ведет, он находится как раз под негативным воздействием. И здесь это может запросто быть. А также у некоторых может быть, вот у вас такие качели, то миритесь, то ссоритесь. Луна — это эмоции, и развилка то вверх, то вниз. Отношения нестабильные. А будут стабильные, вот здесь сразу показано. Идет все к лучшему. Уже самое плохое уже было между вами, можно сказать, да. Следующий орешек для вас. Хотела сделать экспресс-расклад. Посмотрим, или получится не длинный. Букет, плетки. Букет вместе с плетками — это близость. Это спальня, если вы меня понимаете. И подарок. Мужчина может готовить какой-то сюрприз, подарок, хочет вас обрадовать, кольцо. Или же хочет выполнить обещание. Здесь как супружеский долг, можно сказать, да, такое грубоватое выражение. Мне не нравятся такие вот клише. Здесь вот так и выходит, да, смотрите. Примирение в спальне после ссоры. Может, у кого-то была ссора, и спальня вас примирит. Здесь мужчина готовит вам подарок. И тоже кольцо, ведь это очень хорошо вместе с букетом. Может, если вы не знакомы, кстати, для тех, кто хочет познакомиться, в какой-то компании веселой, свадьба, там день рождения, вы можете познакомиться с мужчиной. И вы его заинтересуете прежде всего как объект вожделения, можно сказать, да, потому что плетки вместе с букетом — это объект вожделения. У некоторых проиграется. Если вы с мужчиной женаты, то он, конечно, знает, что он накосячил, можно сказать, да, сделал какую-то глупость, и он будет просить прощения. Даже где-то, может, подарок вам какой-то купит в знак примирения. Хотя я, опять же, не верю в такие вещи, в знак примирения вот эти подарочки, да, но у некоторых такое будет. Он не хотел сделать плохо, да, понятно. Третий орешек мы раскусываем, и здесь мы раскусываем крыс каких-то недоброжелателей мы здесь видим, которые зарятся на то, что у них, чего у них нет, то, что у вас плохо лежит, то есть где-то вы поддались влиянию каких-то крыс. Это могут быть родственные крысы, потому что трефы — это родственная масть, и позарились на деньги или на любовь. Король бубен — денежный человек. Или у вас был денежный человек, или вот-вот будет, они, может быть, ходили к гадалке, где-то на картах смотрели, что у вас будет. В общем, какие-то неприличные вещи делали. Завидуют очень солнце и рыбы. Какие-то крысы вам очень сильно завидуют. Третий орешек для вас, с вашей стороны. А здесь могут быть его родственники, потому что с его стороны родственники завидуют, его родственники вам мешают, вставляют палки в колеса. Третий орешек — змея и тучи, и даже еще и крест. То есть здесь выводится какая-то змея на чистую воду. Какая-то трефовая женщина. У нее есть мужчина, трефовый король. Мужчина мутный, непонятно чем занимается, чем-то не совсем законным, может быть. Может быть, что-то между ними не так. Она очень злая женщина, и она, может, даже колдовала. Карта крест. Или это тяжелый родственник, да, вот проходит иногда вот именно эта комбинация, какая-то тяжелая родственница, тетя, даже вплоть до матери. Мать тоже, к сожалению, иногда может быть тяжелой родственницей по незнанию. Мать никогда не будет детям специально делать плохо. Часто по незнанию это происходит. Сейчас будем выкладывать 3 орешка на советы, потому что я здесь вижу, что мужчина объявится. Я сделаю резюме вначале, с вашего позволения, а потом советы будем выкладывать. Я вижу, что мужчина объявится. Основной вопрос был, когда он объявится. Объявится и скоро, потому что карта якорь. О нем вначале кто-то вам скажет, какие-то сплетни. Он объявится вот как бы в сплетнях вначале, да, как бы в духе выйдет в сплетнях, в наговорах. И крысы, и лисы — это какие-то родственники, которые мутят воду, можно сказать, да. Мужчина то появляется, то исчезает. Вот он появится скоро, потом опять как-то исчезнет. Пока он стабильным будет, пройдет какое-то время.
Но у мужчины есть чувства к вам, и все должно быть хорошо, если эти крысы не помешают. Ну, кто-то пытается помешать отношениям. Я сейчас посмотрю, что будет между вами, да? Что будет между вами. Хорошие очень карты вышли. Будет сердечное общение в доме. Дом, птицы и сердце. Очень хорошие карты. В доме будет сердечное общение с этим человеком, о котором вы сейчас подумали. Он или придет к вам, выйдет на связь, даст о себе знать. Какие-то бумаги здесь, что с бумагами связано, с бумагами на дом. Но мужчина вас любит и хочет вам рассказать о своей любви. Несмотря на все помехи, он, по всей видимости, скоро выйдет на связь. Но ему мешают родственники, книга и гроб. Вот родственники, кому не имется. Башня — это люди, которые хотят ему навредить. Кстати, я карты, когда взяла, случайно такой стороной, там клевер был, я клевер увидела. То, что увидел предсказатель, то имеет место быть. Клевер — хорошая карта. Как скоро он объявится? Клевер говорит, что скоро. У многих проиграется, что скоро объявится. Посмотрим, что это за карты будут. Звезды, всадник, да, клевер. Так и вышел клевер. Удивительно просто, да? Так и вышел клевер. Ну, значит, так тому и быть. Ну, видно, что скоро объявится, потому что идет всадник на клевер. Направление карт Ленорман очень важно. И всадник идет на клевер. Клевер — это скоро, это по утренней дорожке, то есть скоро. Ну, а всадник — это, конечно, карта признания в любви, девятка червовая, карта любви, страсти. И мужчина скоро объявится, потому что всадник идет на клевер. Предложит прогулку, свидание. И еще карта звезда очень здесь хорошая. Она говорит, что, скорее всего, не просто он объявится, это будет важная встреча. Судьбоносная важная встреча. Здесь тоже мечта исполняется, здесь виден общий ваш путь, потому что вы предназначены друг для друга, вы друг другу по судьбе. Звезды и книга друг другу по судьбе. Будет свидание, и поскольку вы друг другу по судьбе, значит, встреча это приведет к развитию отношений. Это я так вижу здесь. Ну, конечно, помехи есть, поэтому он-то объявится, но кто-то опять начнет мешать, что-то опять такое склочное. Я вижу склочного много. Но вы друг другу по судьбе. В принципе, все должно успокоиться со временем. И никто ему здесь не указ, понимаете, никакие третьи лица ему не указ. Потому что мужчина точно знает, чего он хочет. Ключевая встреча будет. Ключ, ребенок, Лилия. Лилия — это верный человек. Особенно вот этот первый ряд, он четко к вам относится. В картах Ленорман здесь главная геометрия, да? Вот мы видим первый ряд, четко к вам относится, и вывод, итог расклада. Так что здесь ключевая встреча будет. Ребенок, ключ, Лилии. Скоро, серьезная будет встреча. Свидание будет. И вы друг другу, безусловно, по судьбе, потому что 16-я карта звезды — это судьба. А также стабильные отношения, перемены будут в личной жизни и у вас, и у него. Четко показаны перемены в личной жизни. Здесь еще тонкости были показаны, которые в процессе расклада я рассказывала, можно пересматривать. Кстати, когда будете пересматривать, каждый раз что-то по-другому будет складываться. Мы не бываем дважды одинаковыми людьми, да? Вы новая каждый день, расклад новой стороной к вам поворачивается, разворачивается. Но это магия. Так что каждый раз будете что-то свое слышать новое. Подсказку расклад точно даст и направит вас на дорогу счастья. Потому что звезды — это когда мечта исполняется. Вот то, о чем мечтали, то исполняется. Ну а вы мечтаете о нем, а он о вас, потому что у вас есть притяжение. Звезды — это магнит. У вас есть такое магнитное притяжение, и он заинтересован в вас, и вы в нем, потому что аисты — корабль и якорь. Он хочет бросить якорь, да и вы тоже. И вы знаете, что только с этим мужчиной вы можете быть счастливы. И он тоже это знает, что только с вами он может быть счастливым. Здесь магнит, плетки и кольцо,
и букет. Это просто магнит. Магнитом тянет к вам. Так что хоть дорожки здесь и всякие, разные, и печальные дорожки есть, и дорожки, где третьи лица хотят помешать. Развилка дороги, да, волнительные дороги, но дорогу к вам он обязательно найдет, это однозначно. Через препятствия, да, бег с препятствиями у него получается, это видно. Но несмотря на этот бег с препятствиями, несмотря на крыс, потому что смотрите, что, здесь, крысы, ладно. Но с одной стороны рыбы, с другой стороны солнце. Но крысы, они убираются, потому что две очень положительные карты с двух сторон. Вот знаете, когда вот такие положительные карты со сторон крысы вполне вероятно мать его или ваша, которая мешает. Может быть его, потому что с его стороны. Поскольку она не ведает, что делает. Да, вот крыса, она карта может быть глубоко негативная, а может быть и глубоко позитивная. Если вокруг карт крысы находятся две очень хорошие карты, бубновый король, кстати, это часто взрослый сын, и это может быть его мать, трифовая масть, его мать. Это вполне возможно. И, не ведает, что делает. Хочет типа сыну помочь. Вообще вот этих всех агрессивных мужчин выращивают какие-то мамочки, которые делают это не со зла. Подумайте. Вы знаете, есть такие мужчины, есть целые организации, где женщина, у них это, или слуга, или вот для вожделения, или рабыня. И они уверены, что женщина имеет, как называется, basic rights, базовые права. Да, они говорят, что в своем роде женщина имеет права. В своем роде, да, равноправие. В каком роде? В своем роде. В базовых правах одинаково с мужчинами. Что такое базовые права? Надо покушать и все, и дышать. Вот это и есть базовые, кстати, права человека, да? В еде и в дыхании. Вот это базовые два права. И они считают, что женщина имеет базовые права. Этим она и исходна с мужчиной. Во всех остальных случаях нет. Она имеет только базовые права, такие как мужчина. А это еда, чтобы с голоду не умерла, и дышать. Всех других прав у нее нет. И спрашивается, где такие мамочки, которые так воспитывают своих мальчиков? Где они? Зомбируют так этих людей. Но это же в голове что-то не так, да? И это такая всеобщая истерия, которая присуща мужчинам. Термин истерия – это страшный термин, связан с женским органом, да? Но он присущ мужчинам очень часто, потому что они дали название этому. Anyways, вот эта крыса, вот это об этом как раз идет. Базовые права женщин, да? В общем, я слышала интервью, да, он говорит, что, да, мы допускаем, что женщины имеют в какой-то мере тоже. Они так же, как мужчины в какой-то степени. В какой степени он потом расшифровал? Базовых правах. То есть дышать и не умереть с голоду. Вот это базовые права. А остальных прав у них нет. Вообще никаких. Еще и угол, чтобы крыша над головой была, да? Это вообще страшная вещь. Потому что крысы вот в этом плане, да, домашние крысы какие-то, да, домашние узурпаторы. Домашние узурпаторы. Так что, девочки, здесь сейчас идет сильная борьба добра и зла. И на квантовом тонком плане зло уже победило. Поэтому на плане вот таком земном зло беснуется. Потому что на квантовом оно уже, сказала, зло победило. Нет, добро победило. На квантовом уровне зло уже побежденное. На тонком уровне Земли, вот Земля у нас, а потом идет тонкий уровень, это уже космический уровень. Там победило добро. Зло уже попралось полностью, уже нет там. И поэтому на таком уровне, где нам видно, в параллельных мирах уже нет зла. Уже переход осуществился, зло уже аннулировано. Оно как бы спустилось на Землю, да? Падшее такое на Земле. И в основном вот такая вещь. И поэтому на Земле зло очень очевидно, сейчас видно. Идет неравный бой. И если мы знаем, что на квантовом уровне зло уже уничтожено, тогда мы понимаем, почему в видимом мире вот такой идет страшный бой. Оно беснуется, потому что ему некуда деться.
из оболочки Земли зло уже не может выйти в космос. Раньше оно могло выйти, теперь уже все. Там уже закрыты полностью двери, и поэтому зло беснуется на Земле. Вот. Это вывод, девочки. Поэтому сейчас такие аномалии, такое творится. Вас хотят использовать, запугать, манипулировать вами. Не поддавайтесь. Следуйте правде. И это так, и это так. Я про крыс сейчас. Крысы сильно открылись, и я знаю, что я, может, сказала больше, чем как бы в этих рамках, да, потому что здесь мы говорим о нем, мы говорим, что он будет делать и как скоро он объявится. Крысы, вот когда крысы пустят, тогда и объявится, но ему нельзя слушать крыс. Ну, ему нельзя зависеть от крыс, он не может ждать, пока они ему позволят появиться у вас. Эта крыса может вплоть до его матери быть. И по незнанию мамочки от большой любви. Мамочки всегда святые. Но они сами иногда не ведают, что делают. Ну, другая может быть крыса какая-то. Напишите в комментариях, кого вы подозреваете. Потому что я знаю, что у всех людей по-разному это проиграется. Но вот когда крысы пустят, тогда он и придет, да. Но ему нужно переступить через эту крысу, через эту лесу и просто прийти к вам. Вот не зря карта звезды. Здесь шла речь о квантовом, космическом, земном. И это мне все это открылось. Карта звезды, карта крысы. Все понятно, да? Мужчина будет счастлив с вами, вы будете счастливы с ним. Но через крыс и лис нужно переступить, потому что здесь и деньги, и любовь, и солнце, и радости. Но вот помехи, они очевидные. И помехи буквально в центре. Так что вот так, дорогие мои. Скоро объявится, вы узнаете, что он этот расклад понял, потому что он квантово его тоже видел, он чувствует его, да, квантово. Он не знает, что мы какие карты разложили, что про него было, и что вы смотрели. Всего он этого не знает. Но квантово он чувствует, что что-то поменялось. Атмосфера поменялась, энергия поменялась. Он это чувствует, и он поменяется. И у него будет другое отношение к женщине. Вы понимаете, да? Он будет порядочный, честный, благородный. Это точно. Вот такой мужчина вышел. Так я это все увидела, так я все, что сумела, вам рассказала. А я знаю, что у вас все будет замечательно. Я знаю точно, что мы скоро и очень обязательно увидимся. До новых встреч. Пока-пока.